Доброе утро. Мы находимся на станции Гарибальди. Едем сейчас в Везувий. Вот. Тут, конечно, да, ничего не понятно. Очень сложно все. Мы чуть добежали сюда. Ну, Да, не успели на тот автобус, который хотели. Решили действовать сложным путем и ехать не на трансфере до Везувия, а самостоятельно добраться на общественном транспорте, как обычно. И нам построил дорогу, что вот нужно доехать до одной станции, а там потом немножко пройтись, и там пересесть на автобус, который идет до Везувия, который там стоит тоже 3 евро. То есть до станции доехать 3 евро, и там потом на автобусе 3 евро. Мы пришли на станцию, но тут оказалась очень большая станция. Мы долго бегали, искали, куда тут идти. В итоге нам помогли, мы куда-то пришли, надеюсь, доедем. И надеюсь, еще успеем на автобус пересесть. Потому что там тут автобус ходит раз в час. Нам бы сильно хотелось на него успеть, чтобы потом не ждать час и успеть на свое время. Потому что Везувий мы, кстати, бронировали заранее. Да, потому что Везувий тоже по времени. Ну как, там 40 минут до и 100 минут после можно. Да, на самом деле же Везувий нужно бронировать через сайт. Возможно, можно и напрямую там покупать, но чтобы избежать очередей и все такое, нужно покупать через сайт, стоит 11 евро. Мы купили на сайте, и там нужно бронировать время. То есть, и, кстати, времена появляются, написано было, что раз в 30 дней, то есть за 30 дней надо было покупать. Мы за 30 дней не купили, но вчера появились места на сегодня, то есть как бы на следующий день. Вот. Ну, там, конечно, было не так уж, не то чтобы их много, но были. Где-то днем появлялось, часов, наверное, в 11-12. Вот такой вот здесь поезд, сильно изрисованный на самом деле, и он поменял платформу Да, за прям на пару ходу. минут. Да, Просто мы такие сидим, ждем на третьей платформе поезд, а приезжает какой-то поезд, Настя побежала смотреть на табло, а там уже второе. Да, и это это наш сменилось. Сменилось с третьего на второе. Тут микрофон не записал звук, поэтому сейчас будем переозвучивать. Мы пришли до остановки, даже бежали, но автобус вовремя не приехал. Также тут нет расписания, указаны только какие-то автобусы, и они без номеров. Не знаем, что делать, идти пешком очень долго. А автобусы только экскурсионные едут. Будем пробовать голосовать. Что, мы сидели и уже отчаялись, хотели идти пешком. Там 4 часа идти. Мы думали, что мы уже не успеваем на наше бронирование, но ладно, пусть будет так. Да, Вот. у нас спас автобус, приехал. В итоге он без номера. приехал. Не, там, да, он без номера, но написано типа Помпеи, Везувио, Помпеи. Вот. Сюда проезжало много автобусов, но остальные не останавливались, даже показывали спину, а этот остановился, вот, и 3,80 стоит доехать. Вот, ну не 14 евро, это дешевле сильно получилось. И не работают билеты, которые Юнико, которые типа универсальные по Неаполю, там, по пригородной зоне. Мы сидели Они не в поезд, работают. мы купили билет на 120 минут, и мы думали, что, может быть, он здесь тоже будет действовать, что 120 минут еще не прошло. То есть он, как бы, по идее, должен действовать. Но нам сказали, нет, он не действует, покупайте еще один. Вот. Получилось 2 билета у нас. Зато не надо идти пешком. Да. Если бы мы еще пешком пошли, это было бы вообще. Едем мы такие, едем. И тут водители остановились, решили поговорить. Чем-то обменяться. Ну, виды очень классные. Ну, через окно, да, такое. Надо было пешком идти, сейчас бы насмотрелись на виды. Классика. Ну, ничего, Так и погуляешь, знала. потом по-моему. Сейчас вниз спустимся пешком. Ура! Мы на Везувии. Да, это была сложная дорога, так сказать. Вот. Ну, не такая сложная, как была быть, если бы пешком пошли. Да, но мы тут. Вот. Это другая сторона вулкана, мы пойдем вот куда-то в ту сторону, наверх. Да, нам предстоит, наверное, туда подняться. Посмотрим.
Вот. Тут, кстати, прохладно. Мы Да, сразу, когда да. поднялись, баечки надели, лучше с собой что-то брать. Если было бы солнце, было бы очень жарко, мы брали и кепки, и байки на все случаи жизни. Да. Еще вот там, получается, остановка, туда приезжает автобус, и вот там, походу, все это правда писали на сайте, то, что билеты нельзя купить на месте, да, потому что здесь стоят челики, они их проверяют, валидируют, но купить нельзя. И там все люди стоят на Wi-Fi местном и покупают билеты, потому что там как система, что если ты не купил за 30 дней заранее или так вот не словил за день до, то получается, что тебе нужно взять и приехать сюда, и тут каждые 10 минут открываются там сколько-то, 60 новых мест или 10 или сколько, не знаю. И ты можешь купить эти билеты только находясь здесь, на местном Wi-Fi. Да, но сам Wi-Fi, по-моему, не очень хорошо работает. Я подключилась, там как-то так у себя оно работает. Да, поэтому, да, лучше покупать заранее, внизу. А еще там было лучше на машине не приезжать, потому что там есть внизу, мы видели парковка для машин, и как бы с нее тоже еще очень долго идти. То есть прям приличное такое расстояние. И лучше, если... И потом как бы с парковки для машин тоже ездят трансферы вот сюда наверх, но они стоят очень дорого. Дороже. Это чем тоже, на автобусе, наверное, чем на снизу автобусе, ехать. да. И как бы лучше туда уже приехать снизу и приехать на автобусе, чем на парковке. С этой парковки ехать, там вообще обдираловка какая-то. Ну что ж, погнали. Сейчас мы идем туда, потом налево, и потом вон где-то там. Короче, будет тяжело. Ой, зато как хорошо. Идешь себе спокойненько, никуда не спешишь. Вон кто-то бегает даже. Потому что приехал бы с туром, тебе бы сказали тут час наверх, час назад, все. А так идешь, смотришь, останавливаешься, когда хочешь. Короче, классно. Мы вон там были. Вон там. А вот это вроде как даже может и упасть. Надо проходить быстрее. Мы остановились поснимать. Да. Тут вот еще лежат обломки, видимо, старой дороги. Тут несколько дорог было, они разрушались, когда были какие-то толчки. Даже когда-то была здесь поезд или там фуникулер наверх, но сейчас уже нет. Ну, скорее, да, возможно, либо фуникулер, ну, либо просто их как-то так пытались укреплять, чтобы, ну, потому что мы идем тут, считай, прям по этому, ну, прям под дорогой эта штука. То есть, возможно, она бывает обваливается. Все-таки был не фуникулер, а это так укрепляет дорогу. Наверное, вообще фуникулер, кстати, был давно уже, лет 50-70 назад. Поэтому, возможно, его уже все поубирали, а это так чисто укреплять дорогу, чтобы если вода уходит, то она размывается. Вон, кстати, в том уголочке начинается парковка для машин. И получается, что вся эта дорога вокруг, это все надо пройти пешком. Да, это еще плюс полчаса точно. Почти дошли уже. Чувствую, близко. Да, тут какой-то пит-стоп. Какая-то лавка. И, видимо, будут продавать тут всякое разное. Вон дети едят, сидят. Но нам идти дальше. Ну да, считается, что мы уже пришли. Ой, там тоже дым идет, смотри, справа. Не вижу, сейчас залезу. А вон, да, слева идет дым. Не, справа. Вон там. А, и справа, да, тоже. Вот так вот получается. С одной стороны жилая зона, город, а с другой стороны вулкан.
Я вот читала отзывы, что Везувий не дымится, то есть что тут ничего нет, но тут много чего есть. То есть там и вон там, то есть они такие мелкие огоньки, но пар идет, дым идет. Ну, такой он реально прям грант, он по сравнению с тем, где мы были в первый раз. Прям вообще. Хочется сказать, что тут так много обзорных площадок, то есть мы там, думала, там будет одна-две, вот там была одна, потом была вторая, это третья, и мы там видим, что там еще минимум 3 есть. Да. Поэтому Ну, там, где дымок, не возможно. спешите фотографироваться на первой. Поберегите место в На телефоне, память. да. Тут есть такие всякие местечки, чтобы что-то купить, посидеть. Glass of wine, 2 евро. А что так дешево? О, тут даже менюшка есть какая-то. Ну вот, 3 евро, да. Физически сюда заехать можно, но надо знать способы. Туристов не возят. Мы таки нашли, где был фуникулер. Вот, это вот здесь вот он был. И мы решили погуглить, в каком году он был основан. В 1880-м. Это вообще офигеть. И работал до 1944-го. В 1944-м был разрушен. Это вообще 1880-й. Это получается, ему уже 80 лет он тут стоит с развалины. Написали, что, кстати, что не восстанавливают, потому что опасно. Да, он отрицается иногда. До 1944 было не опасно. Там были другие системы безопасности. Ну да, раньше и в самолетах тоже можно было много чего делать. Того, чего сейчас нельзя. Офигеть. Не знаю, слышно ли нет, но там эхо вообще такое Не, на классное. камеру навряд ли бы слышно, но там эхо было. Ну, эхо И даже очень как будто бы так оп, и туда пошло. Да, как будто там кто-то нам отвечает оттуда. Круто. Ну, кстати, вот тут дым прям вот он тут рядом. Но запаха как-то вообще не чувствуется. Не знаю почему, но ничего нет. На том первом вулкане было много. Вот тут вот есть карта, и мы планируем пойти по той стороне побережья, зайти сюда, в Соренто, и, возможно, еще съездить на Капри, потому что у нас есть там один день лишний. Но это не факт. Посмотрим. Облака теперь даже почти на нашем уровне. Еще вот есть такая лестница, и мы пойдем по другой стороне вулкана, которая менее пологая такая и более резкая. И людей, которые смотрят внутрь вулкана с другой стороны, я не видел. Вон оттуда, типа, там нигде людей Вон нет туда, практически. получается, то вон туда пойдем. Вон туда пойдем. Вон туда пойдем, да. Лестница у нас заканчивается, и начинается просто дорога, которая поуже. В этот момент откололась кусок и куда-то туда вниз полетел.
Вообще тут конец дороги уже. Там дальше люди, конечно, вот там вот ходили вот по тому склону, но они почему-то, ну, Это какая-то частная личная инициатива, там один человек просто шел, и все. возможно, ты надо какое-то разрешение получать или что-то такое. Но там группа людей тоже была так вот сверху. Да, ну тут типа вот они как бы там спускаются, но тут вот такая просто гора, и тут порода такая, она как бы скользкая. Поэтому не знаю, на что они там, как они рассчитывают. В общем, нашли мы дорогу дальше. Вот, она тут есть, но она перекрыта. И мы спросили, можно ли пройти, нам сказали, нет, нельзя, что вы можете забронировать через интернет, но брони доступны только на следующий год, что у них все фулл забронировано. Сказали сайт, как он сказал, Ну там же, где и билеты. Там, где же билеты, да, но брони нет, то есть там это какой-то отдельный тур, отдельные билеты. Да, что я даже нигде не видел, когда читал, что там он в принципе есть. Но... Может быть, там тур, когда с гидом покупаешь, там как бы такое предлагается, но они говорят, что они уже фулл, вот на конце года. Сейчас только май. Ну да, это? на сегодня точно не забронируешь. Ну это да. Тут даже билеты обычные купишь на следующий день. Все, мы находились, обошли сколько могли вулкан и пришли вот отдохнуть. Здесь у нас справа вулкан, а слева у нас город и побережье. Ну и мы еще решили взять вино. У нас были какие-то вкусняшки, и мы взяли вино. Мы вообще хотели Местное. взять какой-нибудь чай там или кофе, но они стоили дороже, чем вино. 2 евро бокал вина, glass of wine. Да, И мы визуийского. такие, ну ладно уже. И, кстати, вино очень вкусное, мне понравилось. Вот. Поэтому дегустируем. Да, правда написано glass of wine, тут в стаканчике. Но, Ну. ну это такие, Странно. такие условия, как бы, ну что ты сделаешь. Вот, главное, что вино вкуснее. Мы уже спускаемся, спуск еще красивее, чем подъем, потому что это легко. И потому что вот такие виды красивые. Когда поднимаешься, такие немножко глобальные, дорога больше всего, а тут как бы уже вот и горы вокруг видно. Главное не поскользнуться. Ну, я думала, что там как бы за минут 20 все посмотришь, но мы там были, наверное, часа 2. Ну это мы, понимаешь? Нет, мы как бы все обошли, пофоткались. Люди, которые просто прошлись туда-обратно и потом фоточки пощелкали там, и все. Нет, ну мы тоже не скажу, что долго, то есть мы там ничего не читали. Там всякие стенды, кстати, есть с информацией, но мы ничего не читали, мы просто прошлись, пофоткались, поотдохнули немножечко и все, как бы спускаемся. Поэтому я считаю, это вполне себе... Но все равно нужно время закладывать побольше, мне кажется, потому что пока подниметесь, как бы тоже подъем не из легких. Мы думали идти пешком, но теперь подумали, что дорога очень не очень. Там только для машин эта дорога. И, ну, в общем, если идти, то все время бояться, ой, аккуратно, не поскользнись. И там нет никаких для людей, даже зон, и поэтому там немножко опасненько идти. И идти бояться, если была какая-то пешеходная тропа, мы, может быть, даже еще и подумали, но идти вдоль машин не очень, конечно, Ну, хочется. на самом деле тут есть пешеходные маршруты, но они, ну, тоже там, типа, где-то на 4 часа, где-то на 10 разные. Есть, как бы, если вот в один город, туда будет один спуск-подъем, там где-то есть туда вот, в другой город, ну, тут же вокруг этого вулкана И они разные все не города. совпадают с автомобилем? То есть автомобили? Ну, может, какой-то совпадает, но в целом... Там штук 9 маршрутов было, наверное, может, Ого. штуки 4 из них было закрыто или 5. Ну, вот, как бы, ну, в принципе, можно было... Так что-то пойдем выбрать. пешком, что ли? Нет, у нас план поехать в Помпеи, ну, на этом автобусе доехать, и посмотреть, что там будет с багажом. Вот, как мы завтра планируем поехать, и надо будет оставить там. Все, едем назад, мест много, я что-то переживал, думал, что вот будет недостаточно мест там, и, возможно, подождать придется следующий или что, а тут вообще без проблем. Вообще мы точно пришли, и он сразу отправился. Да, нам повезло. Мы, кстати, смотрели, по-моему, вид, и он писал через 5 минут отправления, и оно через 5 минут отправилось. Поэтому, возможно, мой вид что-то знает. Но мне не нравится, там столько рекламы, просто невозможно. Тяжелое приложение, но полезное, видимо. Уши уже закладывают потихонечку. Кстати, мы были на высоте, получается, 1180, где-то наверху на Везувии. И когда уже
уже спустились к автобусу, там было 1000, ну, 1000. 1010, да, 1000 где-то так, да. Сегодня мы решили попробовать новый вид пиццы. Фрита, она здесь везде подписана, но мы, ну, типа, думаем, что это кальцон. Ну, потому что она закрытая, но она не только закрытая, она еще и жареная. Много где ее видели, но как-то никогда не брали. А теперь вот решили взять. Я даже никогда не ел такой, наверное, ну, дома. Нет, я кацуну ела, но она была не жареная. То есть она просто была как пицца, только закрытая. А тут прям как будто чебурек большой. 9 евро стоит. Также мы решили взять еще пиццу неаполитану. Вот она с оливками. Вообще, кстати, похоже не на оливки. Ну, вообще, должны быть оливки по меню, но похоже на бобы. Не, оливки просто запеченные. Да, все нормально. Да, ну фрита, как тебе фрита? Мне понравилось, я взял с центра. То есть она здесь вот в этой части, она вообще как будто бы не чувствовала этого теста. А я взяла тесто, мне так себе. Обычное тесто и все. Но в середине вообще вкусненько. Представляете, к нам подошли только что полиция и попросила наши паспорта. Вот. Они что-то переписали. У меня особо, кстати, паспорта не было. Я боюсь, что его украдут, и оставила его в отеле. Но у меня был скан. Я показала скан паспорта. Они, оказывается, всех проверяют. Там сейчас еще проверяют кого-то. Мы спросили, почему. Нам что-то быстро ответили и ушли. Мы не услышали, да. Не поняли, что. Мы не услышали, не поняли. И... Не, мне казалось, что он что-то там, по-моему, английский. Короче, не знаю, мы даже не услышали, что он сказал, я не услышала. После напряженного дня в Везувии мы решили еще прокатиться и покататься еще раз на фуникулёре и погулять сверху, потому что в прошлый раз мы только поднялись, и было уже темно. Тут мусор. Ну, кстати, тут райончик такой неплохой. Вот мы там, По сравнению там, где мы там этого... садились? Да. Эта станция фуникулёра даже довольно-таки приличная снизу. Да. Все, пошли, пока открыто, надо пытаться пройти. Я начал пробивать свой скриншот, который я сделал по артокарте для транспорта, но он не сработал. Ну, видимо, они там обновляются, нужно не скриншот сделать, а открывать. Я открыла приложение, у меня все сработало. Да, просто в приложении там каждый раз ты заходишь, тебе нужно вводить логин, пароль. Вот, и интернет должен все время быть. И поэтому... Короче, да. Но мужик меня так пропустил, потому что у нас типа прошло, и он такой: о, вместе, типа, ну все, иди так, типа. Да, а еще, кстати, вот на этом фуникулёре тут уже не одна, а 2 остановки будут. Вот, да? Прикольно. Но одна тут вообще рядом, сейчас я смотрела по карте, а вторая там уже подальше. В общем, этот фуникулер неинтересный. Там просто все темно, это просто как общественный транспорт. То есть в первом фуникулере, в котором мы ездили, там хотя бы виды какие-то были большую часть времени. А вот в этом фуникулере, который чай-ай, что как это называется? Чья... Короче, не знаю. В общем, он не очень. Вот, не советуем. Мы попробуем еще 3-й фуникулер на обратном пути и дадим вам оценку, каково это. Еще, оказывается, есть 4-й фуникулер, но он не на этой горе, он на какой-то там отдельной горе, и до него далековато ехать, поэтому мы решили забить и попробовать только 3 фуникулера, которые на основную гору. Да, а еще я хотел сказать, что у нас сегодня последний день в Неаполе, и, как всегда, последний день он такой какой-то, чтобы вы понимали, мы сейчас просто пойдем гулять по вот этим улицам. Смысл в том, что мы приехали из Неаполя в 6 часов, в Неаполь, с Везувия в 6 часов, и тут как бы уже особо ты никуда не сходишь. Да, поэтому... Потому что все закрывается обычно в 4, уже нет смысла никуда идти, никакие там дворцы, музеи, все закрыто. Гуляем по городу. Так классно. Вау. Все что сигналят. Капец. О, заправка просто. Просто вот так вот стоит здесь. И вот мы снова тут, наверху, но уже при свете дня. Сейчас столько много домиков разных. Мы даже что-то узнаем уже сверху. Да, некоторые места.
Необычное природное явление. Дерево поползло на стену. И тут сколько зелени, как будто бы не в Неаполе даже. Жалко посидеть где-нибудь, здесь лавочки никакой нету. А так вообще замечательно. Ну ладно, что-то есть, ну, такое сомнительное. Идешь такой среди улочек, а тут такая красота. Да, посмотрим, что там. Может, уже можно будет сфоткаться прикольно. Да как будто бы даже отсюда классно можно сказать. Ну да, надо типа в начале улицы так вот встать. И туда смотреть. Деревья в тротуарах, так что тень создается. Офигеть. Такого еще не было, наверное. Но это все вот эти вот районы на горе, которые. Да, они тут такие более людские получаются. Мы подходим к следующему, третьему нашему фуникулеру. Не знаю, почему у нас такой тут вдруг интерес к фуникулерам, что мы на каждом Я решили очень проехать. люблю фуникулеры. Особенно, когда что-то видно, да? Да, надеюсь, третий нас не разочарует. Это Централе, поэтому он должен быть самый классный. Первый был неплохой, второй был так себе, а третий должен быть хороший. Здесь и внутри как бы так покрасивше как-то. Ну, он такой более олдовый. Второй был прям новый-новый, как будто бы только построили. Первый такой немножко засранный в мусоре. А вот этот какой-то такой, что-то среднее. Вроде и старый, но не в мусоре. Все, открывай. Тут реально покрасивее. Мне кажется, выглядит он так же, как остальные, но снаружи, когда какие-то картины висят. Тут вообще даже целых 3 вагона, походу, да? Да, по-моему, в первом был 1 вагон, во втором 2, а тут 3. Опа, заходим. Сейчас мы поедем с песиком. Что ты хотел еще сказать, Настенька? Что-то, во-первых, окна темные, значит, скорее всего, будет солнце нам светить, потому что будут открытые. Но вообще не все, в принципе, одинаковые тем, что ходит раз в 10 минут. Я разочарована. В общем, там ничего не было. Был один момент на 5 секунд, когда мы что-то выехали, а так мы ехали в туннеле. И, кстати, хочу сказать, что тут 2 остановки тоже, ну, то есть промежуточные могут быть. Но почему-то на спуске вниз их не было, то есть мы сразу же съехали в самый низ. Да, просто скипнули их и все. Фуникулеры — это чисто способ передвижения и не туристическая развлекуха, оказывается. Не, ну просто реально, обычно в фуникулерах уже реально как бы есть какой-то вид, то есть ты едешь, поднимаешься, смотришь на виды. Ну, фуникулеры как бы чаще всего там, да, довольно-таки быстро, но какие-нибудь там, не знаю, канатные дороги, там точно видовые специально. А тут вообще никакого вида не было. Просто в скале ты такой едешь и все. Но с другой стороны, прикольно, что здесь вот как бы ты заходишь вот в здание, там есть даже окна, все. Но потом ты просто внутри горы где-то там поднимаешься и сверху выходишь. То есть заходишь в здание, потом ты оказываешься внутри горы, по факту. Ну что, я хочу быть не внутри горы, я хочу смотреть на виды. Сегодня у нас вот такой вот ужин будет. У нас клубничка. Кстати, стоит 2 евро за полкилограмма. Вот. Мы покупали было 2,5, но теперь вот 2. А еще вот такой вот сыр, моцарелла. Да, он стоит 1,5 евро. Просто хотели поделиться, что мы купили в магазине. Клубнику в первую очередь. Мы уже покупали, она была очень вкусная. Тут тоже. Ой, жалко, запах не чувствуется. Такая вкусная, просто не могу. Вот, у нас конец дня, мы прощаемся. Наверное, конец выпуска про Неаполь. Да, Пока-пока.